день всем. Канал Кубачи Official, Кубачинское серебро. Продолжаем выпуск роликов о продукции кубачинских мастеров. Сегодня кувшин поступил в магазин. Очень интересная, очень сложная работа. Серебряный кувшин, 875 проба. Высота кувшина 24 сантиметра. Диаметр 13, объем 1,5 литра. Серия кувшина называется Майский, Майский 3, Майский 2, Майский 1, Майский 4. Это длинная серия, разные очень узоры, разные формы идут ручек. Есть крышки с фиксаторами вот такими, есть без них. То есть серии отличаются номерами, но общая серия называется Майский. Кувшин Майский 3 сегодня у нас в обзоре. Очень сложная работа, очень много гравировки, чернения, очень много работы в этом кувшине. Он весь буквально изрезан мастером, алмазным резцом. Вот начиная с крышки. Тут идут элементы чеканки, гравировки, чернения. Вся крышка вот так вот изрезана очень красивыми рисунками. Верхняя часть гладкая. Крышка крепится к ручке кувшина вот таким вот механизмом. Объемная крышка. Вот в таких объемных крышках бывает, вот в данном случае мы видим дырочка внизу, маленькая дырочка. Она бывает либо сбоку вот здесь, либо где-то по краю, но в данном случае вот здесь. Для чего ее делают? Часто клиенты уже после того, как покупают наши кувшины, спрашивают, звонят и спрашивают, говорят, что у нас, кажется, брак, мы нашли дырочку. Нет, это не брак, это производственный такой процесс. Почему? Потому что крышка состоит из двух частей. Вот эта вот часть гладкая, отполированная, и вот эта часть, которую мы показывали, они вот в этом месте в серединке паяются, две части. И во время пайки внутри образуются газы, образуется давление. И если не делать вот такую маленькую дырочку, то деформируется эта крышка из-за образовывающегося там давления газов и паров. Вот через эту дырочку все выходит, и тогда крышка остается правильной, нужной формы. Поэтому это чисто производственный процесс. Не переживайте по этому поводу. Значит, кувшин 1,5 литровый. Наливается жидкость без открывания крышки, потому что там внутри вот так все предусмотрено. Вот дырочка внутри находится, поэтому при закрытой крышке все прекрасно наливается. Значит, наливаете в него, в основном используется для воды. Внутренняя часть вся серебро, просто немножко экранирует у нас вот эти вот блики желтые, и кажется, что он позолочен. Он не позолоченный, чистое серебро, все белое, вот такой вот как крышка. Просто немножко отсвечивает наша подсветка. Наливаете туда воду. И, значит, фильтрованную воду через 2,5-3 часа вода полностью ионизируется. Значит, что это означает? Убивается более 600 видов бактерий, микробов. Так называемая живая вода становится. И вы можете спокойно ею пользоваться, употреблять ее. Очень полезная вода. Серебро славится с давних времен, значит, своими бактерицидными свойствами, поэтому вот такая вот вода в кувшине в серебряном, она приобретает все эти свойства, пронизываясь, пропитываясь ионами серебра. В основном берут для воды такие кувшины. Ну, кто-то берет, может, для вина, кто-то там для соков, для молока. Разные предназначения. Но, значит, вот мы сегодня в обзоре вам покажем сам кувшин. А уже для чего его использовать, тут уже решаете вы сами. Вот на носике у него, помимо вот такой вот гравировки, вот два клейма
можно видеть. Вот видите, проба, именник. Проба пробирной палаты, именник изготовителя. Стоит два клейма. Носик тоже весь у кувшина вырезан. Гравировка, чернение. Очень сложное чернение здесь на нем. Чернение это тоже порошок. Мастер засыпает вырезанные алмазным резцом борозды, нагревает до 800 градусов. Растекается порошок чернения, заполняет нужные мастеру борозды. И получается на контрасте вот такой красивый рисунок. После остывания, значит, чернение становится по структуре такой, как камень, очень прочное, никогда оно не выйдет. Можно мыть, полировать. Мыть можете, значит, обычными моющими средствами, сертифицированными в Российской Федерации средствами, тем же Фейри, хозяйственное мыло, амвеевскими средствами. На мягкую сторону губки нанесли, до пенки натерли, смыли под теплой проточной водой, вытерли сухим полотенцем, и всегда у вас будет вот такой вот цвет. Очень сложный рисунок у кувшина, все вырезано, все гравировано, сложнейший рисунок, цветки, лепестки. Как вы можете видеть, мастер не оставил практически живого места на кувшине. Все пошло под резец, как говорится. Нижняя часть рисунка немножко отличается уже по стилистике. Вот такой вот рисунок идет снизу. Более крупные цветы, более крупные лепестки, чем сверху. Ну, на контрасте смотрится все очень красиво. Нижняя часть кувшина гладкая. Ну и довольно сложная форма здесь у ручки. Мало того, что она вся вот такая вот тоже объемная, она еще и с такими вот ровными гранями. Плюс еще вся вырезана, вся с чернением. Очень сложный узор на ручке. То есть сама по себе ручка тоже целое произведение искусства. Но в ней очень удобно держать этот кувшин. Прямо она ложится вот в руку, эта ручка, и очень удобно. Поэтому вы можете наливать воду, как мы уже говорили, не открывая крышки. В этом плане кувшин очень удобен. 640 грамм. Довольно увесистый, довольно солидный такой кувшин. Теперь немножко расскажем о его коробке. Как вы уже знаете, ко всем нашим изделиям идут в комплекте бархатные подарочные коробки. Это либо темно-синий бархат, либо темно-красный бордовый бархат. Но чаще всего бывает темно-синий. Почему? Потому что на темно-синем фоне очень красиво контрастирует серебро. Посмотрите сами, как это все выглядит и снаружи, и изнутри. Вот такой вот темно-синий бархат. Все очень красиво. Вот так вот лежит. В таком виде можно дарить. И не заботиться уже о упаковке. То есть и сам подарок довольно-таки красивый, солидный, современный. Такой вот кувшин украсит стол, интерьер любого самого красивого, дорогого дома, дорогой квартиры. Не испортит вид дизайна, дизайнерского ремонта. Поэтому это будет украшение любого стола. И естественно, к такому кувшину вот такая вот бархатная подарочная коробка очень красиво будет смотреться. Коробки тоже ручной работы, тоже делаются под заказ, под каждое изделие. Мы заказываем у мастеров очень качественные, надежные коробки, надежные поставщики. Мы с ними работаем уже много-много лет, поэтому рекомендуем вам дарить наши изделия вот в этих коробках. Тем более, что здесь все вот эти вырезы, они сделаны с учетом геометрии самого изделия. Поэтому изделие в них лежит и фиксируется очень надежно, очень комфортно, не болтается, не гремит, не звенит. И когда вы это все закрыли, при переноске это все не дребезжит, не болтается. Это очень важный момент. Ну что хоть сказать, значит, более подробная информация на нашем сайте, цены, характеристики. Мы здесь в YouTube канале цены не говорим. Почему? Потому что все это
Все цены с учетом этой инфляции, значит, мы не угонимся за этими ценами. Надо будет каждые 2 месяца выпускать новый ролик и сообщать в нем, что цена изменилась. Поэтому все цены у нас на сайте. Мы просто знакомим вас с нашей продукцией. А ссылка на сайт под данным видео в описании. Чуть ниже, когда спускаетесь, там адреса наших сайтов. И в заставке этого видео есть сайт kubachi-official.ru. Также moresilver.ru, тоже наши сайты. Это магазин недалеко от метро Ленинский проспект. Все у нас на витринах, вот так вот все. Вы можете прийти, потрогать, подержать в руках. Очень большой магазин, и в принципе вы можете прийти и все посмотреть и купить прямо здесь. Также у нас есть доставка по всей России, международная доставка в другие города, в другие страны. Вот, так что приходите в магазин. Для зрителей нашего канала YouTube, те, кто подписан, ставьте лайки, чтобы это видео увидели остальные. Те, кто не подписан, подписывайтесь на наш YouTube канал. Очень много интересных видео будем снимать, знакомить с нашей продукцией. Очень много снимается вопросов, люди не знают. Очень часто сталкиваемся с такой проблемой, что люди не знают, что такое кубачи. Российское ли это серебро, что это, откуда. Да, кубачи это Россия, это все российское серебро, изготавливается в России. Кубачи это Дагестан. С 5 века первые изделия датированы 5 веком. Поэтому уже 1500 лет этому искусству полностью ручной работы. Ну все, на этом мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. До скорых встреч!